Военно-морским силам Шри-Ланки предстояло столкнуться с одной из самых сложных ситуаций — спасением слона посреди океана. Удалось ли им спасти его? Мы узнаем позже. Патрулирование южных берегов Ланки — обычное дело. Это то, что военно-морской флот должен выполнять регулярно. Однако, в отличие от других стран, этот остров — нечто особенное. Южные регионы — это настоящий природный рай, не только с потрясающими пейзажами, но и с замечательным биологическим разнообразием, которое можно увидеть на пляжах, от Нгомбо до спокойных вод Мариссы, каждый из которых обладает своим неповторимым очарованием. Этот район богат природными красотами, такими как лагуна Кокилай, расположенная между двумя участками джунглей, и пляжи Унаватуна и Бентота, известные своей привлекательностью и близостью к историческому Галфорту. Являясь популярным местом для туристов, это также место, где лодки могут заходить в запретные зоны, что делает для военно-морского флота обычным делом сохранять бдительность. Кроме того, солдаты всегда должны быть готовы к спасению, поскольку на острове обитает в общей сложности 32 вида морских млекопитающих, включая китов и дельфинов, которые могут пострадать от вмешательства человека. Но в тот день все было по-другому. Военно-морской флот был взволнован больше обычного. Было замечено не только судно, двигавшееся на большой скорости, но и несколько других лодок, следовавших за ним. Моряки сновали взад и вперед, все направлялись в одном направлении к одному месту. Они заметили странную аномалию, и, судя по ее размерам и движению, это могло быть что угодно. Учитывая потенциальную опасность, на случай такой чрезвычайной ситуации было задействовано несколько солдат и специалистов. Среди этих профессионалов были те, кто был подготовлен к боевым ситуациям, суровым погодным явлениям или любой угрозе, требующей сосредоточенности, и даже к спасению людей, если это необходимо. Все это проясняет одну вещь. Моряки редко бывают удивлены морскими существами или любой другой ситуацией. Они находятся в среде обитания, где дельфинов, черепах и китов можно встретить за каждым углом, а также в сложных ситуациях, таких как спасение людей или, в более напряженные моменты, пресечение незаконной деятельности любой ценой. Но когда они прибыли на место аномалии, их встретило нечто, к чему они были совершенно не готовы. Перед ними была фигура гигантского земного существа — слона, плавающего в воде, которая на данный момент была почти неподвижной. Сначала никто не хотел в это верить, и капитан хотел действовать осторожно, чтобы избежать каких-либо ошибок. Но это было на самом деле. Там не было ни людей, ни лодок, ничего. Никто из них не был готов к тому, чему они только что стали свидетелями, ситуация была поразительно ясной и сразу же вызвала конфликт между ними. Все задавали один и тот же вопрос. Что они могли сделать? К тому времени, несмотря на то, что волны были не сильными, они контролировали движение слона. Находясь вне своей среды обитания, он не мог контролировать происходящее и дрейфовал все дальше в глубины океана. Каждая секунда была решающей, и они должны были помешать слону уплыть слишком далеко. Однако одно неверное движение может встревожить животное, что приведет к одному из двух возможных исходов. Либо оно может утонуть от страха, либо у него может случиться сердечный приступ. Учитывая, как далеко он проплыл и как долго, было невозможно отрицать, что слон плыл несколько часов, и давление, которому он подвергался, должно быть, было невыносимым. Формирующий. Таким образом, идея просто привязать веревку к лодке и вытащить животное обратно на берег была неосуществима не только по упомянутым причинам, но и потому, что они находились слишком далеко от берега. Вдобавок ко всему, даже приближение к слону могло заставить его отойти еще дальше. Вес, движение — все это делало ситуацию практически невыносимой. Одно неверное движение могло привести к потере контроля над операцией. Они должны были максимально использовать время, которое у них было, пока вода была спокойной, так как течения в океане Шри-Ланки сильные
и быстро меняются, особенно вблизи побережья. Даже самых опытных моряков может унести течением. Поэтому им пришлось подплывать вплавь или на небольших плотах. Возможно, таким образом им удалось бы перенаправить слона. Но произошел серьезный конфликт. Если бы животное восприняло их действия как насилие или угрозу, оно бы запаниковало и начало беспорядочно двигаться. Это могло не только убить слона, но и поставить под угрозу жизни других людей, что могло привести к серьезным травмам или даже смерти спасателей. Мысль о том, чтобы подойти слишком близко к слону или, что еще хуже, попытаться затащить его на лодку, была пугающей и сопряженной с риском. Каждая идея, которая приходила им в голову, была отвергнута в течение нескольких секунд, в то время как другие офицеры пытались связаться со службами защиты животных, чтобы попросить о помощи или, по крайней мере, о каких-то указаниях. Тем временем остальные члены команды должны были следить за тем, чтобы слон не уплыл дальше от берега. Когда они добрались до Центра защиты животных, первое, о чем их предупредили, помимо всех проблем, которые они уже проанализировали, это необходимость соблюдать крайнюю осторожность. Они и подумать не могли о том, чтобы тащить слона на веревках, потому что длительное пребывание в соленой воде могло оказаться для него смертельным. Соль токсична для кожи и внутренних органов слона. Таким образом, вдобавок к истощению от плавания, они столкнулись с животным, которое, вероятно, находилось в критическом состоянии, было слабым и двигалось все медленнее. Но вопрос оставался открытым. Что делал слон посреди моря? На этот вопрос нет однозначного ответа, но одно можно было сказать наверняка. Это произошло не случайно и не по какой-то неестественной причине. Объяснение проще. Эти животные привыкли проплывать относительно большие расстояния, и их часто можно увидеть плавающими в реках, но не в морях. Скорее всего, он пытался пересечь лагуну Кокилай, водоем, соединяющий два обширных участка джунглей, местность, пересечь которую непросто для любого живого существа. Это связано с тем, что недавние волны вырубки лесов в регионе сократили зоны кормления и миграции слонов, вынудив их искать другие места. Это дает понять, что этот слон, скорее всего, был не один, а каким-то образом попал в ловушку во время наводнения или каких-то волнений, что побудило его спасаться плаванием. Однако он не справился с течением и оказался в океане. Не зная точно, куда плыть, вполне логично предположить, что слон просто плыл, куда мог, не подозревая, что его занесло на середину моря. Но что бы ни случилось, что привело к этому моменту, не так важно, как то, что происходит сейчас. Команда Центра защиты животных подтвердила, что они пришлют помощь, но не ИС. Опасаясь дальнейшей эскалации ситуации, моряки решили применить стратегию, которая, по крайней мере, позволила бы слону не дрейфовать еще дальше в океан. Исходя из этого, они решили быстро организовать все необходимое для оказания помощи в ожидании команды и под руководством своего руководителя непосредственно приступить к планированию операции, которая должна была состояться в ближайшие несколько часов, чтобы безопасно перевести величественное животное. Это сделало общение еще более важным для ситуации, и не было времени на неопределенность. Учитывая это, только дайверы и наиболее опытный персонал были отобраны для выхода в море и встречи с тем, с чем они никогда раньше не сталкивались. Они подготовились. Эксперты изучили пойманного в ловушку слона и окружающие его течение, принимая во внимание каждую деталь, видимую усталость в его движениях, направление волн и ограниченность пространства, все технические аспекты, которые были необходимы для мобилизации. Первым шагом было формирование живой цепи, которая служила бы барьером и ориентиром. Это было важно, а также требовало, чтобы моряки и эксперты работали бок о бок, синхронизируя каждое движение, чтобы не напугать животное, поэтому команда начала организовываться. Довольно скоро прибыл вертолет с остальной командой из службы защиты животных. Центр. Тем временем моряки уже были в воде, готовясь к работе с небольшим объемом информации. Однако группа экспертов спустилась вниз,
и у каждого из них были рюкзаки, набитые специальными инструментами и снаряжением для обращения с крупными животными в экстремальных ситуациях. Очевидно, их присутствие успокоило команду, которая готовилась к погружению в воду. Выражение их лиц было успокаивающим, поскольку было очевидно, что их работа сосредоточена на таких ситуациях. Помня об этом, они начали готовиться. Теоретически план был прост, но требовал точного выполнения. Спасатели располагались в воде, образуя полукруг вокруг слона. Таким образом, более опытные дайверы занимали позиции ближе всего к животному, в то время как другие формировали линию поддержки, чтобы оно не ушло на большую глубину. Но было трудно игнорировать неуверенность, которую все чувствовали, задаваясь вопросом, чего от нас ожидают в этой ситуации. Как их подготовка, ориентированная на чрезвычайные ситуации с людьми и военно-морские операции, могла быть применима к спасению наземного существа, оказавшегося в такой враждебной среде? Все это, возможно, беспокоило даже команду по защите животных, хотя они и не показывали этого внешне. Когда поднялся ветер, что затруднило связь, водолазы под водой начали организовываться и занимать свои позиции. Таким образом, каждый член живой цепочки знал, что любое резкое движение может напугать слона, вызвать панику и еще больше осложнить спасательную операцию. Таким образом, приближение было осторожным. Эксперты двинулись вперед, подавая сигналы и жесты для поддержания порядка, направляя продвижение медленными и рассчитанными движениями, как будто пытаясь успокоить слона. И это было неудивительно. Чем ближе они подходили, тем отчетливее замечали тяжелое дыхание и затрудненные выдохи, поскольку слону становилось все труднее двигаться, а его движения замедлялись. Все это сопровождалось шумом волн и плеском воды о тело животного. Очевидно, что моряки привыкли работать в экстремальных условиях, поэтому на них не влияли такие внешние факторы, как прилив и волны. Но они не могли не заметить, насколько деликатно и осторожно нужно двигаться. Здесь ценность заключалась не в силе, а в терпении и способности адаптироваться к совершенно новой динамике. Наконец, дайверам удалось расположиться по обе стороны от животного. И с этого момента коллективные усилия начали обретать форму. Это вселяло некоторую надежду, поскольку они спокойно перемещали слона, не причиняя ему существенного вреда, но течение не ослабевало, и не раз спасатели теряли равновесие, что вынуждало их быстро восстанавливать равновесие. В подобных ситуациях с течением времени часто возникают небольшие разногласия. Они пробыли под водой уже 4 часа, и усталость становилась заметной, из-за чего некоторые моряки, которые не привыкли находиться под водой так долго, начали терять терпение. Но это не помешало им сохранять дисциплину, и все, кто пытался броситься на утек, были успокоены. Конечно, слон тоже был трудным случаем, поскольку время от времени он двигал хоботом и ударял по волнам, заставляя их отступать и снова координировать свои действия, что приводило к небольшим, но важным задержкам. Все работали сообща и приспосабливались к ситуации. Можно сказать, что слону пришлось сделать то же самое, поскольку после того, как его более 5 часов вели к берегу, не считая, вероятно, 12 часов, которые он уже провел в море, он был измотан и должен был найти способ продолжать движение, поскольку от этого зависела его жизнь. Работа продолжалась, и они продолжали ее в течение 6 часов, но впереди был еще долгий путь. Когда солнце медленно село, на заднем плане появились короткие сумерки, они продолжили движение, продвигаясь вперед и достигая все более мелководных водоемов. Это принесло им некоторое облегчение, но они все равно не закончили. Хотя они и почувствовали облегчение, этого было недостаточно, чтобы гарантировать выживание слона. После почти 10 часов работы они, наконец, оказались совсем рядом с берегом. Спасателям потребовались титанические усилия, чтобы безопасно перевести слона, и огромное изнеможение всех, кто приложил для этого все усилия. Животное, измученное многочасовым плаванием, явно проявляло тревожные признаки. Если до прибытия на берег его дыхание было тяжелым, а движения медленными и неустойчивыми, то теперь это заметно усилилось. Приближаясь к берегу, команда поняла, что вступает в самую критическую стадию операции.
С приближением сумерек волны были сильными, но оставались спокойными, никого не трогая с места. Было почти чудом, что они достигли того, что сделали, особенно учитывая, что течение не менялось внезапно. Благодаря живой цепи и дополнительным спасателям, прибывшим на подмогу, в то время как небольшие военно-морские катера приблизились, чтобы направлять слона, не оказывая на него давления, им удалось создать хрупкий, но гармоничный баланс, который позволил им приблизиться к берегу. Наконец, слон впервые коснулся земли, и его продвижение продолжалось до тех пор, пока он полностью не оказался на твердой почве. Его ноги все еще были погружены в воду, но теперь его тело было уже на поверхности, и он, наконец, двинулся вперед. Они стремились доставить его в безопасное место, чтобы он мог получить медицинскую помощь. Некоторые спасатели прыгали в воду, чтобы убедиться, что голова животного остается на поверхности. Эти последние мгновения показались вечностью, из-за чего это казалось невозможным. Очевидно, что команды были измотаны и находились на пределе своих возможностей. Когда его ноги наконец коснулись твердой земли, он рухнул, не в силах удержаться на ногах, и упал на землю. Но, к счастью, он был жив. Пляж выглядел несколько обнадеживающе, и, наконец, его борьба закончилась. Однако работа еще не была закончена. Теперь настала очередь ветеринара, который поспешил оказать неотложную помощь. Очевидно, что слон все еще был в сознании и понимал, что ему помогают. А, как мы знаем, слоны никогда ничего не забывают. Он, вероятно, не забыл бы о помощи всех людей, которые доставили его в безопасное место. С другой стороны, команда пока не могла праздновать победу, все еще промокшая и измученная, поскольку перед ними стояла грандиозная задача — облегчить работу ветеринара и стабилизировать состояние животного. Так начался процесс ухода за бедным животным. Когда его организм отдохнул, а ветеринары стали работать спокойнее, команда смогла отдохнуть и осмыслить проделанный ими огромный путь, который все еще продолжался. Позже слона бережно перевезли в специализированный автомобиль, который должен был доставить его в реабилитационный центр. На протяжении всего пути к его выздоровлению обстановка оставалась спокойной, и не было никаких препятствий для оживления как для животного, так и для людей, которые его спасли. В реабилитационном центре начнется необходимый процесс подготовки слона к возвращению в дикую природу, в то время как эксперты обеспечат всю необходимую поддержку, чтобы избежать каких-либо последствий. Все это было замечательной работой, проведенной в сотрудничестве с военно-морскими силами Шри-Ланки и Центром защиты животных. Демонстрация того, что нам не нужно сосредотачиваться только на чем-то одном, потому что когда дело доходит до помощи великому делу, мы способны превзойти самих себя и адаптироваться к любой ситуации. Учитывая все это, команда никогда не забудет тот день, когда они отправились в путь, думая, что окажутся в обычной ситуации или во что-то среднемасштабном, требующем их знаний, но они столкнулись с чем-то неизвестным. На этом мы заканчиваем видео, и не забудьте подписаться.